Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lydia Sweets. И сегодня я хочу с вами приготовить очень вкусный пирог с джемом тертый. Готовится буквально за пару минут из доступных продуктов, которые есть у каждого. Обязательно сохраняйте рецепт и приготовьте. Уверена, что вам очень понравится. Для приготовления нам понадобится 400 граммов пшеничной муки, у меня заранее просеянная. Отправляю ее в глубокую широкую миску, для того, чтобы нам было легче замешивать тесто. Делаем небольшое углубление и добавляем 180 граммов сливочного масла, у меня комнатной температуры. И нам все это нужно перетереть в мелкую нежную крошку. На самом деле нет никакой разницы, если вы добавите охлажденное масло, либо комнатной температуры. По итогу тесто получится хорошее. Вот такая нежная крошка получилась. И добавляем сюда 1 чайную ложку разрыхлителя. Также все перемешиваем ложкой. Лучше всего это делать ложкой, а не руками, так чтобы масло не таяло. И пока оставляем в сторонке. В отдельную емкость разбиваем 1 яйцо, добавляем 1 чайную ложку ванильного сахара для аромата, 100 граммов сахарного песка, можно добавить и 110 граммов, 2 либо 3 столовые ложки сметаны, у меня 30% жирностью, а также щепотку соли. И все хорошо перемешиваем венчиком до однородности. У нас должна получиться гладкая однородная масса без комочков. Вот такая. И добавляем к общей массе. Замешиваем тесто. Замешивать долго тесто абсолютно не нужно, достаточно просто его собрать в комочек. Если тесто будет сильно липнуть к рукам, то можете слегка присыпать еще немного мукой и собрать его в один комочек. Тесто должно хорошо отходить от рук, не липнуть к миске и быть достаточно эластичным и хорошо держать форму. Вот такое тесто по итогу у меня получилось. Сейчас нам нужно будет разделить его на 2 неравные части. Та часть, то, что побольше, у нас пойдет для основы пирога, та, что поменьше, мы будем натирать ее на терке. Меньшую часть теста отправляем в пакет в морозильную камеру на 20-30 минут, а та, что побольше, сейчас мы будем раскатывать ее в пласт. Я подготовила противень, также выстилаю его пергаментной бумагой и сверху слегка присыпаем мукой. Выкладываем тесто, слегка присыпаем мукой сверху теста и раскатываем его в пласт толщиной примерно 1,5-2 см. Если у вас противень достаточно глубокий, то можете раскатывать просто на пергаментной бумаге. Я выложила на противень, чтобы примерно ориентировочно знать, какой размер пласта мне раскатать. Неровности можно будет подровнять с помощью шпателя, как это сделала я. И у нас получается вот такой аккуратный, красивый пласт квадратной формы. И сейчас сюда выкладываем джем. В данном случае у меня черничный, термостабильный. Он хорошо держит форму, не растекается при выпекании. Мне он очень нравится и он очень вкусный. Выкладываем джем, у меня его примерно 150 граммов. Выкладываем ровным слоем и разравниваем шпателем. Можете также слегка залезть на края пирога. Я этого делать не буду, решила оставить края и отступить немного от них. И поверх будем перекрывать уже сверху тестом. Оставшееся тесто, которое у нас было в морозильной камере, мы его натираем на крупной терке, либо можете на мелкой, все по вашему усмотрению. Если у вас тесто не успело хорошо стабилизироваться, то вы можете также отщипнуть немного кусочки и выкладывать поверх, тоже получится очень симпатично и вкусно. Также у меня разогревается духовка при 180 градусах. Выпекать пирог мы будем примерно 25-30 минут. Всегда смотрите по особенностям вашей духовки, так как духовки у всех разные. Главное, чтобы у нас пирог хорошо пропекся, но при этом не перепекся. Он у нас хорошо подрумянится и немного увеличится в размере. Отправляем выпекаться. Спустя время пирог у меня уже готов. Посмотрите, какой он красивый, румяный получился. Очень вкусно стоит аромат на кухне. Он получился очень нежным. Выпекался он у меня ровно 25 минут. Перепекать я его дольше не стала, так как по мере остывания пирог еще хорошо застынет и стабилизируется. Пока он еще горячий, нарезаю его на небольшие кусочки. Вы можете нарезать его как квадратной формы, так и ромбиками. Все на ваше усмотрение. Посыпаем сахарной пудрой
И все, наша вкусняшка готова. Можно заваривать чаек, кофеек и наслаждаться этим вкусным пирогом. Готовится все очень быстро, готовится из доступных продуктов, которые есть абсолютно у каждого в доме. Но как это вкусно! Всем настоятельно рекомендую попробовать именно по этому рецепту приготовить этот пирог. Выкладываем кусочки на тарелочку и наслаждаемся. Вот такая красота у нас получилась. Итак, дорогие друзья, если вам понравился мой рецепт и видео, обязательно тяните пальчики вверх, оставляйте реакции в комментариях, пишите, что бы вы хотели со мной еще приготовить, мне будет очень приятно. Пишите и оставляйте ваше мнение в комментариях, делитесь со своими друзьями и близкими моими видео. Я с вами не прощаюсь и до скорой встречи на моем канале Lydia Sweets. Пока-пока, друзья!